Искусный мастер нападения из засады, способный побороться с быстрыми, сильными и недосягаемыми целями. Обитая на 2 континентах, этот хищник приспособился к самым различным условиям, но даже для него снежное покрывало может стать настоящей проблемой. Привет, друзья! Вы на канале Время с пользой, и сегодня речь пойдет о зимней охоте пумы. Снежная зима – вполне типичное явление на значительной части ареала обитания пумы, и она не хуже других приспособилась к жизни в это время года. Даже при солидном весе широкие лапы выступают в качестве снегоступов, упрощая перемещение после обильных снегопадов. Мех становится более длинным и теплым, что позволяет с комфортом переносить низкие температуры и пронизывающие ветра. Но холода зимой далеко не так страшны, как голод. Многие мелкие млекопитающие, входящие в рацион крупнейший из малых кошек, впадают в спячку или же скрываются под слоем снега. К тому же маскировка заметно теряет эффективность на фоне белоснежного одеяла, поэтому приходится проявлять изобретательность и использовать естественное укрытие, чтобы не выдавать свое присутствие. В южной части ареала с этим намного проще, ведь даже в тех местах, где появляется снег, все еще можно быть невидимкой. Внезапная атака позволяет застать гуанако врасплох, но главная проблема – повалить добычу, ведь в весе эти копытные зачастую превосходят хищника, но сочетание скорости, силы и отточенных действий крайне эффективным оружием позволяет успешно завершить погоню, что случается далеко не всегда, поскольку при схватке с таким соперником легко получить серьезные травмы, ведь сильная шея ламы позволяет с легкостью избавиться от врага. В этом случае кошке повезло, и семейство в ближайшие дни проведет в сытости. На севере толстый слой снега заметно усложняет ситуацию. Смена погодных условий вынуждает копытных покидать излюбленные места и перемещаться в поисках провизии. Кошка также не сидит на месте. Слабым и больным животным становится все труднее, и именно они имеют все шансы стать легкой добычей голодного хищника. Каменистые склоны севера также могут стать хорошим местом для охоты, ведь здесь не так много снега. К тому же горный лев – второе имя пумы. Однако, невзирая на удивительное мастерство скалолазания, застать врасплох коренных жителей скал, таких как снежная коза, не так просто, ведь их особые копыта, ловкость и точный расчет позволяют находить спасение в, казалось бы, безвыходной ситуации. Толсторог – еще один приспособленный к горной местности сосед пумы. Это довольно выносливый бегун, но на короткой дистанции в скорости он проигрывает кошке. Однако находящиеся поблизости горы могут стать спасением, ведь в считанные секунды баран способен взобраться на самые отвесные склоны, оставляя преследователя далеко внизу. Пума не желает мириться с потерей, но ее мощные лапы не приспособлены к подобным трюкам, поэтому остается лишь искать менее проворную добычу. Причем летом шансы настигнуть жертву в горах выше за счет лучшего сцепления с поверхностью. Зимой же скользкие склоны могут стать сюрпризом даже для самих обитателей гор. Для матери с потомством зима становится тяжелым испытанием, ведь помимо добычи провизии ей нужно следить за малышами, поскольку кроме естественных врагов покушаться на детенышей могут и взрослые самцы. Таким образом, они пытаются истребить будущих конкурентов и увеличить шансы передать свои гены будущим поколениям. Однако мать готова противостоять себе подобным даже ценой собственной жизни, и обычно ее настрой отбивает у врага всякое желание продолжать сближение. Чтобы накормить семью, используется любая возможность, и даже рыба становится настоящим деликатесом. Молодым животным в этот период приходится особенно несладко.
Они могут оставаться с матерью до 2 лет, но зимой прокормить непросто даже себя, не говоря уже о других, практически взрослых голодных ртах. Поэтому, когда семья распадается, молодые кошки вынуждены самостоятельно добывать пищу. Однако не стоит недооценивать добычу, и даже, казалось бы, неповоротливая на суше выдра способна оказаться достаточно проворной, чтобы оставить противника ни с чем. А пытаться устроить засаду еще более глупая затея, ведь вблизи родной стихии выдра становится недосягаемой. Не пережившие суровых условий копытные могут стать спасением. Однако прийти на место раньше конкурентов не так просто, а для неопытного кота даже американский барсук является серьезным соперником. Хотя после расставания с матерью братья и сестры могут какое-то время держаться вместе, что в противостоянии часто играет ключевую роль. Если же добычу посчастливилось найти раньше остальных, стоит поторопиться с трапезой, ведь основными конкурентами на значительной части ареала пумы являются волки. И если справиться с одним для кошки не составит труда, то целая стая вынуждает спешно покинуть богатое пищей место, ведь организованные хищники не потерпят врага на своих угодьях. Как хищник-одиночка, пума также не переносит конкурентов, и уступающий в размерах и силе койот, пытающийся искать провизию неподалеку, непременно изгоняется. Хищник пытается дать отпор, но в отличие от волка у него нет ни мощных челюстей, ни грубой силы, поэтому отступление неизбежно. Американский кролик может стать отличным обедом, но при обилии снега догнать его невероятно сложно, ведь даже широкие лапы кошки в конце зимы далеко не всегда спасают положение. В то время как скромный вес беглеца позволяет ему использовать снежный покров в свою пользу. Хотя догнать зайцеобразных даже без обильного снежного одеяла сложная задача. Поэтому для эффективной охоты пума должна максимально уменьшить дистанцию, не выдавая свое присутствие. Но даже снежная зима становится не самым суровым испытанием. Ведь вырубка лесов, браконьерство и истребление потенциальной добычи наносят существенный урон популяции. Поэтому с течением лет пума исчезла из многих вполне типичных для нее регионов. И тем не менее, ареал обитания кошки по-прежнему невероятно велик, ведь скрытность, отточенные тактики охоты и совершенные рефлексы позволяют выживать и приспосабливаться к самым сложным условиям. Если выпуск вам понравился, поддержите его лайком, комментируйте, подписывайтесь и проводите время с пользой. До скорого!